Салют, Тиран! Настало время по-настоящему малобюджетного кино. Но для начала хочу пояснить, почему в принципе я копаюсь в подобных низах кинематографа. Причина на поверхности. Большинство малобюджетных фильмов ужасов по невероятному стечению обстоятельств оказываются режиссерскими дебютами. При малых финансовых вложениях задача режиссера выжать максимум для портфолио, а не создать коммерчески успешную ленту. Ну а потом получить приглашение от студии, вот это вот все. Однако некоторые режиссеры так и остаются на кинематографическом дне. Именно кинематографическом. То есть они умеют в постановку, они умеют в сценарий, однако этого недостаточно. И вот они скитаются от студии к студии. И сегодня речь пойдет о картине «К Элизе», которая заинтересовала меня своим синопсисом и тем, что была поддержана благотворительным фондом Лионеля Месси. Еще и название совпадает с одним из произведений, вероятно, Баха. И это неплохая возможность обыграть какую-нибудь историю из его биографии в хоррорных тонах. В общем, давайте просто взглянем на то, что получилось. Сюжет фильма крутится вокруг Анны, ученицы старших классов, которой кровь из носу необходимы деньги на поствыпускную поездку на Мадейру. У меня нет времени работать, мне надо сдавать экзамены. Мой братик Луис на целый год укатил в Штаты и гулял целыми днями за твой счет. Да пошла ты. Помимо натянутых отношений с матерью, на нее наседает ее парень Алекс. Ты ни на что не способен. Ты даже не смог предложить мне переехать к тебе. Потому что квартира не моя. Я делю ее с 4 соседями. Там нет места. А как же подружка Рауля? Рауль хозяин квартиры, а я жилец, я снимаю угол. Найди другую квартиру. Почему не поискать вместе? Потому что я не хочу жить с тобой. И эта модель отношений мне кого-то напоминает. Не могу вспомнить только кого. Чем я могу заслужить прощение? Есть 1000 евро. Нет, 1000 нет. А работа для меня? Требуется няня. И если найду, простишь меня? И он ей находит работу на первом попавшемся столбе. Она с радостным выражением лица набирает своей новой работодательницы. Завтра можем встретиться? Да, это время у меня свободно. Люблено, да? Это напротив собора, да? Да. Ясно. 3-й этаж налево. Я приеду. Уже в следующей сцене новой работы она хвастается перед подругой во время сеанса педикюра. Я тебя встречу. Зачем это? Нам надо купить продукты для вечеринки. Ну и она напяливает обувь на новенький педикюр, видимо, чтобы лучше держалась. Десятки девушек по всей стране разыскивают жительницу Подмосковья, которая оставила их без ногтей. Она обещает обучить маникюру и педикюру, вот только после таких уроков ученицам без помощи врачей не обойтись. И оставляет адрес своего детсада. Уже на входе в падик до нее докапывается местный стражник. Ну дай тыщенку, а? Дай деду 1000 рублей. Но она его успешно игнорирует. И вот она уже успешно знакомится со своей новой начальницей Диамантиной. И тут вполне хорошо сценарно прописанный диалог. Диамантина считает, что нельзя заменять живые цветы мертвыми пластиковыми, а потом спрашивает о детях. Ты любишь детей? Да, конечно. Ты опытная няня? Нет. Это мой первый опыт. Значит, ни один еще не засох. И этот резкий переход от пластиковых цветов очень гармонично встраивается в пазл фильма. Тут и ассоциации с привычным «Дети цветы жизни», и фундамент для дальнейшего преображения Анны в куклу. Боюсь, что это единственная вещь, за которую можно похвалить этот фильм. А тем временем их милая беседа прерывается. Не трогай! Нельзя приходить и трогать чужие вещи. Откуда тебе это знать? This is 10 reasons why women of this generation are trash. So let's begin. Number 1. Современным девушкам не знакомы прежние ценности. Number 2. Вам неведомы ваши обязанности. Уже на этом моменте их диалог превращается в артхаусное ружье. Поясню об этом позже. Ну а сейчас? Пора тебе познакомиться с Элизой. По факту Элиза оказывается чем-то странным. Это палит и Анна, но чайная церемония дает о себе знать. Простите, говорю вам, я не смогу. Спасибо за чай. Разве с чаем было что-то не так? В это время Алекс начинает искать свою подружайку по знакомым. Ее здесь нет? Нет, так и не появилась. Так что мы с тобой вдвоем. У меня сейчас нет времени. Я уже начинаю волноваться. А из-за чего волноваться-то? Ты же сам ей нашел работу, она сейчас на смене, все дела. Чего волноваться-то? Или один непринятый вызов — это причина для кипиша? Ну написал бы смс-ку тогда хотя бы. Еще в этой сцене мы узнаем, что он изменял ей с ее подругой, но решил с этим покончить. Зухре это не нравится, поэтому на просьбу о звонке Анне он слышит. Пусть твоя мамаша звонит. Но потом она его выгоняет. Я уйду, грязная шлюха. Твоя мать, шлюха! Пошел нахер! Ты козел! Пора перенести в злосчастную квартиру.
Анна приходит в себя, и Стар решает провести небольшой урок биологии, поясняя, что сок Диффенбахи опасен для голосовых связок. Чего я не знаю, так это сколько длится эффект. Успокойся, девушка. И насладись жизнью куклы. Если она не знает, сколько длится эффект, то мы можем предположить, что это первая подобная авантюра. Но что послужило катализатором для подобного действия? Может, у нее гастроли спустя 40 лет после рождения ребенка? Может, у нее цветок умер или деньги на куклы кончились? К сожалению, фильм не потрудится этого пояснить. Ну и начинаются у дочки матери подбаха. Это зрелище достаточно унылое, хоть и целью его является демонстрация лица Элизы крупным планом, но и ее отсталости. Но недолго Бах играл, недолго Анна пировала. По ее душу явилась Зухра. К маме пришли гости. Может быть, они захотят увидеть нас? И по звукам из коридора мы понимаем, что и Зухра недолго стояла. И как-то это все топорно и неумело, а потом еще и... Эта штука все время звонит. Поучи манерам этого Алекса. Что складывается ощущение, будто нам показывают максимально асоциальную семейку психопатов, однако их жилище ни на йоту не напоминает дом семейки из техасской резни бензопилой, например. В следующей сцене поисков Алекс решает таки набрать номер из объявления, но Старая говорит, что никого не было. И это звоночек для того, чтобы уже начать собирать шматье и сваливать из этой страны, но никто не торопится заметать следы. Более того, Старая поднимает повестку. Бедняга. Он отчаянно тебя ищет. Но не бойся. Он опустит руки. Со временем они находят других девушек, и он забудет тебя. А потом кормит каким-то лекарством. Можно было бы предположить, что это что-то парализующее, иначе как объяснить настолько надежный мер заключения. Однако это лекарство она дает и своей дочери. Хрен пойми, что происходит, короче. Тем временем Алекс обращается в полицию, но... Чтобы объявить человека пропавшим, должно пройти 48 часов. И Седовласый по щедрости душевной звонит в больницу. Там нет. Оставь свой телефон, мы позвоним, если что-то узнаем. К чему эта сцена с ручкой? Если бы тут была попытка показать пофигизм полиции, я бы понял, но тут-то все в рамках. Плюс старец и в больницу набрал. Алекс снова пытается дозвониться до Анны, что приводит к... И у меня вопрос. Чё она орёт-то? Это такой классный способ показать, что она больная? Да вроде и в первый раз было понятно. Тем временем на крик прибегает Старая, но после легкого толчка от карлика она кончается из-за некрепкой черепушки. И если вам казалось, что фильм уже давно скатился, то после этой сцены наступает самое настоящее ничто. Больная утаскивает Старую, Анна высвобождается, звонит Алексу, однако ничего сказать до сих пор не может. Элиза вооружается тесаком, вырубает Анну, зачем-то притаскивает ее в ванную, но обратный вызов все портит. Тебе надо в организацию, вот звони. А, сейчас куда попал? Я тебе сказал, квартиру, ёбаный ты, блядь. Какую? Какая тебе разница, какую? Я же всегда звоню к капитану прожиточного минимума. Вот и звони туда. И какого черта Старая не выключила или просто хотя бы не заныкала телефон, если есть таки риск, что больная может ответить на звонок? Ну ладно, идем дальше. Анна очухивается, обнаруживает мертвую Зухру в ванной. В этот момент прискакивает больная. Они там что-то борются, что-то какая-то возня происходит. Анна вырубает больную. И вот, казалось бы, да, ее мать кончилась от одного удара об пол, а тут явно об что-то металлическое. Но нет, у нас же теперь слэшер с неубиваемым антагонистом. Алекс же с новыми данными после звонка снова отправляется в полицию. И теперь полицейские ведут себя действительно неприятно. Это не кино. Здесь не бывает ничего страшного. Заруби это на носу. Не знаю, как вас, но меня всегда забавляют подобные приемы. Это даже звучит вполне обоснованно, но мы, как зритель, должны осудить такое поведение копов, ведь они же в фильме. Короче, получает он уже более грубый отворот-поворот от копов из-за своего барыжного бэкграунда. Тем временем местный карлик-диктатор что-то там все обнимается, пытается напоить Анну, которая сопротивляется, та ее связывает, после чего ей в голову приходит гениальная идея. Если я сломаю тебе ноги, ты не сможешь уйти. И тут снова вопросы. Во-первых, почему она променяла свой тесак на молоток? Во-вторых, если она больная и жила всю жизнь внутри дома, то откуда ей знать о переломах в принципе? Она же относится к жертве как к своей игрушке. А у игрушек ноги ломаются преимущественно отделением от туловища. Алекс уже на пути к злосчастной квартире встречает того самого стражника, который, вероятно, и должен нам поведать какую-то невероятную предысторию. Чего не знаю. Тише, тише. Я тебя не трону, ясно? Поверь мне. Я не трону, ясно? Говори. Я тебя не трону, ясно? Поверь мне. Я ничего не сделал. Где она, черт побери? Отвали, я ничего не знаю. Короче, ни черта он не поведал. Алекс не оставляет попыток дозвониться. Где она? Она спит.
Я тебя найду. И убью. В итоге Алекс вычисляет злосчастную квартиру по свету в окнах и ломится в нее. Однако мы все знаем, чем это обычно заканчивается. Вот твоя она. Зачем она тебе? Черт. Что это был за парень? Ох уж эта судьба злодейка. Анна же достает крест со стены и кончает больную. Почему не острым уголком, непонятно. Ну и дальше она ползет, 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 ползет. Музыкой на фоне стараются добавить атмосферы, и вот, она доползает до телефона, берет трубку, а там еще не сброшенный звонок от Алекса. И вместо точного адреса она ему говорит: Спаси меня! а он ей говорит: Я тебя люблю. Держись, детка. Что в итоге-то? Заплатили-то тебе? Ты все в порядке? Чокнутая, сука, несешь хуйню какую-то. Давайте с плюсов. Актеры отыгрывают неплохо. И есть хорошие ракурсы. А теперь к плохому. Да тут все остальное плохо. Самое ужасное — это сценарий, который буквально помер после диалога о цветах. Этот фильм мог бы быть неплохим, если бы сценарно тут была докручена арка с абьюзивными отношениями, ибо намеки на это были. Или если бы также сценарно тут была докручена арка самих героев. Так получилось, что вводных данных крайне мало, из-за чего персонажи, получившие большую часть экранного времени, кажутся картонными, неживыми и без прошлого. Вместо знакомства с героями, фильм наполнен длительными сценами всякой возни. И несмотря на хронометраж фильма, он все равно кажется супер унылым со своими пустыми сценами. Хотя стоит отметить, что перспективы у режиссера в принципе есть, ибо он может в постановку. Но он же решил написать сценарий, и сценарий этот явно кому-то понравился, раз на него выделили деньги, раз фильм был показан на местных кинофестивалях и принят весьма тепло. Однако следующие две картины режиссер не изменял себе. Но все 3 картины вышли от разных киностудий, поддержки от фонда Месси больше не было, и получается, что ничего кардинально не изменилось. И это грустно. Ну а с вами был Cripple Pig. Не забывайте про наши соцсети, ссылки на которые будут в описании, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем bizdan!